Добрейший вечерочек, с вами вечерний Шуберт. Сегодня мы продолжаем ремонт кинокамеры Convas, и наш выпуск сегодня специально, скажем так, для любителей расчлененки. То есть для тех, кто хотел увидеть потроха, требуху Convas, вот, пожалуйста, она перед вами. То есть все-таки что внутри. Вот сейчас я все раскидал, практически всю кинокамеру, вот такие кусочки от нее остались. Мелкие. И мы, собственно, определили поломку сейчас. И сейчас вот можете посмотреть, как устроен механизм кинокамеры Convas модели 1KSR2M. То есть одноглазого Convas. Вот, собственно, механизм у нас. Грейферный механизм. Грейферно-обтюраторный узел. Который не работал, как вы видите. И причина оказалась вот здесь. Я снял обтюратор. Точнее, ось, которая его крутит. И здесь вот у нас мы видим, что все закушено, выработано шестеренка. То есть кто-то пытался через обтюратор, заклинивший механизм. Вот видите, что шестеренка довольно-таки слабая. Она какая-то даже не металлическая, пластиковая. Да, пластик. И вот его смяло. То есть вот все здесь закусило. И будем его заменять. Нам просто повезло, что у нас есть оригинальный обтюратор. Из оригинального зипа, правда, вот немножко он поцарапанный, но он полностью свободный. В нем уже есть отбалансированная, отъюстированная шестеренка. Ну, конечно, по юстировке может тут необходимо будет поиграться, но в всяком случае механизм здесь есть. Вот так. Будем заменять. Все должно встать на место, заработать. Вся эта механика. Ну, пока что она вот в таком состоянии. Надо очень аккуратно будет работать с обтюратором, потому что обтюраторов не достанешь нигде. И сломать его очень просто, он стеклянный. Вообще были и пластиковые обтюраторы. Вот, но стеклянного больше отражения. Более параллельный он. Мы видим пентапризма. Такая вещь, как пентапризма. Вот матовое стекло, собственно, на которое проецируется. Это тоже надо будет юстировать все. Промывать. Юстировать. Вот призма с матовым стеклом. Обратная стенка от камеры. Вот стенка, где крепится кассета. Шестеренка, которая работает с кассетой, которая поворачивает кассету. Такой вот у нас слэшер сегодня расчлененный. Видоискатель. Да. Все знают. Вот он. Видоискатель обыкновенный. Не аноморфотный, а обычный. Вот. Такие детальки будем собирать. Рамка обычная кадрового окна. Будем сейчас еще все смажем, будем собирать. И посмотрим, что получится. Батарейки. Ну вот, с открытым верхом, без всего, стрекочет 24 кадра в секунду. Причем здесь все совпадает на частоте, пока частоту показывает нужную. Во всех положениях мы видим. Единственное, что без обтюратора немножечко он вибрирует сейчас, потому что балансирует, баланс не тот.
системы. И вот видите, даже закрывается в нужном положении. То есть, когда обтюратор должен быть закрыт, у нас зуб грейфера выходит сюда-сюда. Потом мотор его доворачивает, электроника чувствует. Самое главное, что механизм как часы работает. Мягко, хорошо. Мягко, хорошо, никаких хрипов, ничего нет. Вот, ну сейчас самое главное, установим обтюратор. Посмотрим уже с ним. Может быть, он станет на место даже, хотя я сомневаюсь, нужна все равно юстировка. Вот сейчас поставим аккуратненько на место обтюратор. Да, он немножко поддатый в двух сторонах, но вот с обратной стороны он покрашен. И не должен пропускать свет и хорошо отражает. Поэтому, если другого нет, поставим сюда. Надо очень аккуратненько это все сделать. Мы посмотрим, когда соберем, посмотрим, соответствует ли фокус наводки. А так вроде все идеально село на место. Тут главный момент, чтобы обтюратор не расколоть. Когда его собираешь, лучше вот в таком положении. Чистят его обычно чистым эфиром. Лучше вообще не чистить, так пылинки сдувать, все. Иначе можно повредить. Главное вот сейчас вот самый ответственный момент сборки конваса, чтобы обтюратор не сколоть. И вот, все собрали, долгожданный момент, запуск с обтюратором. Все, ничего не бьет по звуку, вроде ровненько. Работает, конвас работает, мягко причем механизм. Поставим сейчас, вот правда, чтобы он останавливался в нужном положении, надо, тоже есть секрет. Чтобы обтюратор закрывал, объектив всегда оставлял закрытым обтюратор, а зуб введенным. Здесь нужно провернуть механизм остановки на ту фазу, которую выбирает уже электроника двигателя. То есть подогнать к ней мотор к двигателю. И мы будем всегда в нужном положении. То есть вот видите, обтюратор закрывается всегда в положении для визирования, и соответственно кадр введен. То есть есть такое. Так, попробуем сейчас объектив и посмотреть, соответствует ли примерно хотя бы наводке, что там видно, соответствует ли фокусировке. Ну, 75-й УКС поставим. Ломо родной от моей камеры. Вот здесь примерно до камеры метр. Сколько? Метра полтора. Так, наведем. Вроде фокус даже видно, представляете, да? Фокусировка, все. Сколько по шкале дистанций? 1,25 метра. Ну, наверное, так и есть. Посмотрим сейчас на бесконечность в окно. Дальние какие-то огоньки. Как ни странно, представляете, да? Представляете, вот и смотрел. Сейчас, правда, ночное такое, вечернее. Огоньки вот там на горизонте виднеются. Вот камера показывает, что в фокусе. То есть, представляете, то есть я даже в наводку попал. Наводку по фокусу. Сейчас посмотрим, плывет ли картинка, если биение какое-то. Да нет, 24 кадра в секунду.